Между двух морей, между Европой и Азией, расположился самый крупный, самый оживленный и самый колоритный город Турции – Стамбул. Ну что, погнали? Начинаем наше путешествие. Улица Истикляль – самая известная пешеходная улица в Стамбуле. Каждый день ее посещают миллионы туристов. Она берет начало от исторической площади Таксим и протягивается почти до Галатской башни. Как же приятно вернуться в Стамбул, прогуляться по любимым улицам, полюбоваться архитектурой, почувствовать всю энергию и атмосферу города. Отель выбран прямо в центре улицы Истикляль, значит, все наши пути начинаются и заканчиваются здесь, среди шумной толпы, в компании с главным символом улицы – старым красным трамвайчиком. В любое время суток, и днем, и ночью здесь всегда кипит жизнь, пропитанная запахами жареных каштанов. Вдоль улицы Истикляль выстроились в ряд самые разнообразные достопримечательности, от небольших торговых лавочек и модных магазинов до зданий политической важности и религиозных сооружений. В одном из дворов находится храм Святого Антония, построенный в венецианском неоготическом стиле. Храм открыт для посетителей, и посещение его абсолютно бесплатно. Кстати говоря, это, так сказать, вторая версия храма, которую построили в 1904 году. Первая версия храма простояла 2 века, но потом ее снесли, потому что храм помешал прокладке трамвайных линий. В этом районе находится множество религиозных святынь и исторических памятников, а также с десяток интересных локаций, про которые знают только местные жители. Но для простого туриста главная цель посещения района Бияглу – полюбоваться Галатской башней, сделать пару фотографий и, быть может, купить билет для входа вовнутрь. И мы тоже подойдем поближе, посмотрим, что происходит рядом с одним из главных символов города. Настало время посетить самые известные локации в Стамбуле, расположенные в районе Фатих. Начнем с мечети Яни-Джами, также известной как мечеть Валиде Султан. Святыня находится напротив Галатского моста и причала Эминюню в старой части Стамбула. Очередей из туристов здесь нет, поэтому посещение мечети максимально комфортное. Внутри просторно и красиво, а благодаря большому количеству окон в помещении много дневного света.
Площадь перед новой мечетью всегда заполнена стаями прикормленных голубей. Взмывающие в небо сотни птиц считаются визитной карточкой Енид-Джами. А еще рядом находится египетский рынок, где можно купить специи, пряности, местные деликатесы и многое-многое другое. Фатих – уникальный район, благодаря которому Стамбул становится Стамбулом. Это историческое сердце города, где сосредоточены многие достопримечательности османского и византийского периода и, конечно же, является самым большим туристическим центром Стамбула. В городе нет проблем с общественным транспортом. Ходят трамваи, паромы, метро. Но лучше передвигаться пешком, благо все самые популярные туристические локации находятся в относительной близости друг от друга. Тем временем не прошло и часа, как мы дошли от Галатской башни до самого сердца Стамбула, площади Султан Ахмед. Здесь расположены самые важные достопримечательности города. Дворец Топкапы, большая мечеть Айя-София, голубая мечеть и цистерна-базилика. Голубая мечеть или мечеть Султан Ахмед в Стамбуле способна очаровать любого туриста. Мечеть построили по приказу турецкого султана Ахмеда I, которому долгое время не удавалось выиграть ни одной войны, и Турция стала сдавать свои позиции. Чтобы снискать Божью милость, султан начал строительство всей своей жизни. Официально мечеть называется Султан Ахмед в честь ее строителя, а вот голубой она стала благодаря необычной внутренней отделке. Айя-София была возведена еще во времена Византийской империи. Чтобы воочию увидеть и осознать размеры святыни, недостаточно посмотреть на нее снаружи. Непременно стоит зайти внутрь, чтобы поразиться величию и масштабам святыни. У этой святыни очень большая история, но если коротко, раньше это был собор Святой Софии, и более 1000 лет он был самым большим храмом в христианском мире. Позже храм был захвачен турками, Мехмедом Завоевателем, который приказал немедленно превратить церковь в мечеть, что потребовало пристройки 4 минаретов.
Найти вход в цистерну базилика можно по длинной очереди, которая обычно выстраивается вдоль трамвайных путей возле площади Султан Ахмед. Цистерна базилика – это прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя, расположенное на глубине 10-12 метров. Это похоже на огромно затонувший дворцовый комплекс, состоящий из большого числа античных колонн и арт-объектов, придающих мистическую атмосферу этому месту. На 2 колоннах расположены мраморные головы медузы Горгоны, причем одна колонна расположена вниз головой, а другая повернута на бок. Возможно, это было сделано для того, чтобы люди не боялись окаменеть, случайно посмотрев в глаза Горгоне. Самый вкусный сюжет этого видео, конечно же, про уличную еду Стамбула. Пойдемте узнаем, чем таким необычным можно подкрепиться на улочках города. Первым делом попробуем кокорыч, короля турецкого стритфуда. Готовится кокорыч из бараньих кишок и потрохов. И как бы это ни звучало, это очень вкусное блюдо, которое обычно подается в половинке булки. Также можно заказать кокорыч отдельно от булки, чтобы не есть излишне много хлеба. Еще одним королем стамбульского стритфуда является балык-экмек, что в переводе означает «рыба с хлебом». Из рыбы используют скумбрию, запеченную на углях. В оригинале блюдо подается в половинке булки, которая сильно больше в пропорциях с рыбой. К тому же блюдо в целом получается очень сухим, так как в составе нет никакого соуса. Поэтому лучший выбор покупать балык-экмек в лаваше. Так намного вкуснее. В кафешках на Галатском мосту также можно попробовать жареную хамсу и другую рыбку, которую, возможно, выловили прямо с этого моста рыбаки-любители. Возле паромного причала имени Нюню продает довольно странное блюдо в стаканах. Это похоже на квашеную капусту с соленым огурцом в свекольном маринаде. Скажем так, очень сомнительная закуска, так что покупайте на свой страх и риск, ввиду того, что это все стоит на улице на жаре. Beyefendi hoş geldiniz. Buyurun efendim. Rengitli müsaade çıkabilir Третий король стамбульского стритфуда – это, конечно же, кебаб или шаурма по-нашему. Можно встретить разные вариации кебабов. Как правило, готовят с говядиной или курицей, с добавлением картошки фри, томатов и специй. А вот привычный на вкус московской шаурмы здесь точно не найдете. Больше всего запомнился кебаб из говяжьего фарша в лаваше. Очень вкусно. Больше напоминает большой блинчик с мясом. Robası var. Musa bir tane o soğansız olacak. Bir tane ekmek var. Musa o lavaş soğansız olacak.
Buradan siz bu mesele bir şey yapıyorsunuz. На одной стороне меню. Цена в 2 раза дешевле. То есть вот этот наш набор стоит 850 лир. А если перевернуть, то тут уже 1720. Очень странно. Принесли пиво вот в таких вот чашечках, больше похожих на чашки из-под чая. Но это можно объяснить тем, что не во всех заведениях Турции имеется лицензия на продажу алкоголя. Также к нашему заказу, это шашлычки, там получается из печени, из баранины, приносят вот такие вот закуски. То есть лук, свежий лук, закуска с йогуртом. В общем, такие вкусности. Мы заказали мини-шашлычки с печенью, и вот так вот это можно есть. То есть берем шпажку, пару шашлычков и любую закуску, собственно говоря, которую уже предлагали до этого. Закручиваем в ролл из лаваша. Очень вкусно. Какой же прекрасный день! Самое время съездить на Гранд-базар, купить чего-то необычного, пройтись по лабиринтам улиц и насладиться восточным колоритом. Но, как оказалось, ввиду праздника Курбан-Байрам, рынок был закрыт на все дни нашего отпуска в Стамбуле. Окей, есть план Б и есть пролив Босфор, так что возвращаемся к Галатскому мосту и отправляемся на морскую прогулку. Вариантов тут несколько. Либо купить билет на паром и уплыть по какому-то конкретному направлению, либо просто купить небольшую экскурсию по Босфору. Стоит это совсем недорого и, конечно, пользуется большой популярностью у туристов и у самих турков. Отдохнуть от городского шума и суеты или же просто сменить обстановку можно в одном из старейших районов Стамбула – Балате. Добраться до него несложно, всего несколько станций на трамвае от Галатского моста.
Балат славится своей богатой историей и красивым архитектурным стилем, а главная изюминка района – яркие разноцветные домики, окруженные антикварными магазинами и торговыми лавками. Многие из них оформлены со вкусом. Например, магазинчик с лимонадом выглядит как модный бутик с различными антикварными предметами и деталями в интерьере. Рядом с Балатом, с другой стороны от трамвайных путей, находится небольшой парк, который выходит на западный берег Золотого Рога. И это одно из немногих мест, где можно спокойно отдохнуть и даже дотронуться до моря. Недалеко от улицы Истекляли площади Таксим находится музей современного искусства. Он представляет собой большой выставочный комплекс с различными экспозициями и галереями. И самое главное, выходит на берег Босфора небольшой набережной с потрясающими видами на залив. Это очень приятное местечко, особенно в вечернее время. Ödülleri almış. Sonra burada gözükecek. Hamit de kedi yaklaştı. Yapamaz kedi de yaklaştı. Amca çok saçma niye? После заката город преображается и позволяет взглянуть по-новому на уже знакомые места и достопримечательности. Благодаря красивой подсветке зданий и памятников улицы полны контрастов и ярких огней, и прогуливаться по ним – одно удовольствие.
Улица Истекляль самая шумная и самая популярная в Стамбуле, особенно в ночное время. Но неподалеку можно найти и спокойные местечки, где можно расслабиться и отдохнуть от городской суеты. Одно из таких – необычная, небольшая и очень милая французская улица. Она скорее больше похожа на лестницу, чем на улицу, вдоль которой расположились различные кафе и рестораны с примыкающими к ним террасами с уютными диванчиками. Для ночного посещения особенно хочется отметить площадь Султан Ахмед. В это время гораздо меньше туристов. И, конечно же, находиться здесь намного комфортнее и приятнее, чем в дневные часы. Неподалеку можно найти небольшой и уютный рынок, поужинать в одном из ресторанов и напоследок полюбоваться невероятно красивой святыней Айя София.